Когда мальчик столкнулся со стаей из 6 голодных волков в лесу недалеко от дома, он был уверен, что его жизни пришел конец. Но вдруг ситуация приняла неожиданный оборот, и история заканчивается совсем непредвиденным образом. Томас позвал свою собаку по имени, но ответа не последовало. Лаки выбрал самое неподходящее время дня для игры в прятки. Было почти 9 вечера, и Томас с его собакой Лаки остались одни дома, родители уехали по экстренному делу, доверив ему оставаться в доме. Но у Лаки были другие планы. Когда Том отвлекся, он выскочил из дома и побежал в лес, где обитали волки. Томас не мог бросить бедную собаку и отправился на ее поиски, вооружившись лишь маленьким фонариком. Он звал Лаки, но тот не отзывался. Внезапно слева он услышал его лай, повторявшийся снова и снова. Хотя он пока не мог его видеть, в голосе Лаки чувствовался ужас. Том помчался на лай и добрался до поляны, где увидел Лаки, припертого к дереву и лающего в пустоту. Его глаза были широко раскрыты, и он озирался по сторонам. Том был озадачен, подбежал к собаке, прижал ее морду к своему плечу и спросил, что случилось. Лаки жалобно заскулил и спрятал морду в изгибе плеча Тома. Том собирался снова заговорить, когда услышал рычание. Несколько рычаний. У Тома похолодела кровь, по спине пробежали мурашки. В темноте леса он различил желтые сверкающие глаза. Волки их нашли, и, судя по всему, они планировали сделать Лаки своим ужином, а Том оказался в меню в качестве добавки. Волки приблизились, выходя из-за деревьев. Их было 6. Они окружили мальчика и собаку. У Тома тряслись поджилки, он поставил Лаки за спину, не спуская глаз с волков. Он уронил фонарик, наклонился и поднял с земли небольшую веточку. Он выставил ее перед собой и начал размахивать, пытаясь отпугнуть волков. К сожалению, это не возымело действия. Волки продолжали приближаться, облизываясь и рыча на них с Лаки. У Тома выступил холодный пот, он продолжал размахивать веткой, но один из волков бросился на него и вцепился в нее зубами. Он замотал головой, и Том ослабил хватку, а волк, дернув головой, выбил ветку из его рук. Том сглотнул ком в горле, он был так напуган. Мальчик расплакался, осознав, что не выберется живым из этой ситуации. Однако один из волков вдруг перестал рычать. Он пристально вгляделся в Тома, изучая его. Мальчик перестал плакать, заметив, что волк наблюдает за ним с интересом. Это было странно, что только он не проявлял агрессии по отношению к Тому, особенно учитывая, что он был самым крупным из всех 6 волков и, вероятно, вожаком стаи. Но это было не единственное, что бросилось Тому в глаза. Свет от его забытого на полу фонарика позволил ему разглядеть окрас волка. Он показался ему очень знакомым. Окрас был в основном серым, но с отчетливым узором из белой и черной шерсти на передних лапах и задних. Сердце Тома забилось чаще, и глаза наполнились слезами. Он узнал бы эти лапы где угодно. «Джек!» — позвал он волка, и воспоминания об их общем прошлом нахлынули на него. Семья Тома не всегда жила так близко к лесу. Его родители всю жизнь прожили в городе, но вскоре после женитьбы они решили переехать в более отдаленное место. Через несколько месяцев после того, как они обосновались на новом месте, у мамы Тома начались роды, он родился во время грозы. Акушерка, которая принимала роды, рисковала всем, отправляясь ночью в их одинокий дом в лесу. После продолжительных и тяжелых родов утро огласил крик новорожденного. Вырастая на лоне природы, Томас расцвел среди окружающей красоты. К большому огорчению матери он непрерывно исследовал леса и всегда возвращался домой перепачканным в грязи, но оставался полон решимости изучать природу каждый день. Единственная инструкция отца была о том,
чтобы Томас не ходил в лес по ночам. В одну из таких вылазок в лес Том столкнулся со странным зрелищем. Ему было тогда 4 года, и он уже хорошо знал окрестные леса. На одной из его любимых тропинок в нескольких ярдах впереди он заметил небольшую фигурку. Он прищурился, пытаясь лучше ее разглядеть, но безуспешно. Том подошел к фигурке тихо и, когда приблизился, заметил быстрое вздымание и опадание ее живота. В его детском воображении это было похоже на маленького щенка. Но когда он привел отца, тот сразу понял, что это был вовсе не обычный щенок. Первым порывом отца было оттеснить сына за спину, но Том проявил слишком большое любопытство и продолжал пялиться. Отец Тома мгновенно узнал в щенке волчонка и понял, что его мать должна быть неподалеку. Волчонок выглядел больным и тяжело дышал. Но отец опасался за жизнь сына и начал пятиться назад, не рискуя встретиться с матерью волчонка так близко от него. Но он остановился, услышав странный звук, болезненный скулёж, эхом разнесшийся по лесу. Животное, казалось, испытывало сильную боль. Отцу и сыну не пришлось далеко искать, на лесной подстилке лежала еще одна крупная фигура. Отец Тома решил выяснить, что это было. Он велел сыну оставаться на месте и подошел к лежащей фигуре. Это оказалась волчица, скрючившаяся на земле с несколькими ранами, похожими на огнестрельные. Случайно или нет, но раненая волчица была матерью волчонка в нескольких ярдах от них. Сердце отца исполнилось жалости к страдающему животному. Волчица лежала перед ним, явно раненая, ее отчаянные глаза молча взывали о помощи. Но он был начеку, понимая, что волчица дикое и потенциально опасное животное, несмотря на ее бедственное положение. К тому же, судя по тяжести ее ран, ей вряд ли удастся выжить. Перед отцом Тома стоял непростой выбор, стоит ли помогать волчице, когда, казалось, ей уже ничто не поможет. Но прежде чем он успел принять решение, волчица закрыла глаза и спустила последний вздох. Отец Тома вдохнул и обернулся к сыну. Он оглянулся и увидел волчонка. Раз уж он не смог помочь матери, то решил хотя бы спасти ее детеныша. Он забрал волчонка с собой домой и вызвал ветеринара. К счастью, волчонок просто голодал и обезвоживался, но не получил таких же ранений, как его мать. Прекрасно понимая, что дикое животное вроде волка невозможно приручить, отец Тома первоначально планировал выпустить волчонка обратно в лес, как только тот полностью поправится. Но он также осознавал, что такой маленький волчонок без матери долго не протянет в дикой природе. Перед ним снова стоял непростой выбор. Он видел, как хорошо его сын ладил с волчонком, постоянно играя с ним на опушке леса. Возможно, подумал он, волчонок мог бы стать хорошим другом для его сына. Том был единственным ребенком, и поскольку они жили так далеко от города, у него не было друзей для игр. Поэтому отец решил оставить волчонка у себя, но понимал, что когда его дикая натура и инстинкты возобладают, ему придется уйти. Том привел волчонка в их дом и назвал его Джеком. У Джека была уникальная окраска. Его лапы имели интересный узор из черного и белого цветов. Он был очень энергичным, и даже маленький Том едва поспевал за ним. Джек быстро стал любимым членом семьи, а его связь с мальчиком крепла по мере того, как они проводили больше времени вместе, особенно во время их приключений в близлежащем лесу. Джек провел с семьей несколько месяцев и, казалось, рос на глазах с каждой неделей. Хотя они пытались приручить его, было очевидно, что Джек отличался от обычных домашних питомцев, его дикие инстинкты напоминали о его истинной природе. Когда Джек стал больше, для него пришлось построить небольшую конуру снаружи, потому что в доме для него уже не оставалось места
да и держать его внутри по ночам становилось небезопасно. Однажды в гости приехал дядя Тома. К сожалению, он был чужаком для Джека, который из-за этого насторожился. Джек зарычал на дядю Тома, не позволяя ему войти в дом. Когда мужчина попытался силой пробраться внутрь, Джек со злости вцепился ему в икру. Мужчина вскрикнул и упал на пол, хватаясь за ногу. Его срочно отвезли в больницу, а когда он вернулся, то настоял на том, чтобы Джека усыпили. Услышав, что взрослые планируют сделать с его дорогим другом, Том выбежал на улицу, открыл конуру Джека, позвал его и повел к краю леса. Том сделал знак, чтобы тот убегал, но волк только жалобно заскулил и попытался ткнуться носом в Тома. Маленькому Тому было тяжело поступать жестоко с другом, но он понимал, что тот не уйдет просто так. Поэтому он стал бросать в Джека камни, и, бросив на него последний взгляд, волк, наконец, развернулся и убежал в лес. К тому времени, как взрослые вышли, Джека и след простыл. Томас испытал глубокую печаль после ухода Джека. Ему казалось, что его сердце стало слишком большим для груди, и он плакал почти каждую ночь. Чтобы утешить его, родители подарили Тому щенка, надеясь, что он поможет заполнить пустоту, оставшуюся после Джека. Хотя Лаки принес с собой радость, Томас все равно скучал по своему особенному волчьему другу. Прошли годы, Тому исполнилось 8 лет, и он уже не так часто ходил в лес, как раньше. Каждый раз, когда он слышал волчий вой, он вспоминал Джека и уже не думал, что когда-нибудь увидит его снова. Поэтому он был одновременно счастлив и встревожен, когда вновь оказался лицом к лицу с ним в ту ночь. Счастлив, потому что вновь увидел своего старого лучшего друга. И встревожен, потому что остальные 5 волков пока не отступили. Том посмотрел на Джека и еще раз позвал его по имени. Волк навострил уши, услышав голос старого друга. Затем произошло нечто невероятное. Джек повернулся спиной к Тому и зарычал на остальных волков. Другие волки замешкались, но Джек решил, что их голод пересилил страх перед более крупным волком. Они зарычали в ответ, и один бросился на Джека. Том в ужасе закричал, опасаясь за безопасность друга. Но через мгновение Джек повалил напавшего волка на спину, заставив того признать свое подчинение. Остальные последовали его примеру и, бросив последний тоскливый взгляд на Тома и Лаки, умчались в лес. Том с облегчением вздохнул. Джек повернулся и посмотрел на него, и сердце мальчика учащенно забилось. Его давно потерянный друг был прямо перед ним. Но когда Том протянул руку, чтобы погладить Джека, тот отступил назад и убежал обратно в лес. По щекам мальчика потекли слезы. Он был рад, что выжил в этой страшной ситуации и увидел своего дорогого Джека. Однако Том понимал, что это, возможно, был последний раз, когда они виделись. Прощание с Джеком вызвало в сердце Томаса смешанные чувства. Хотя его и опечалила возможность больше никогда не увидеть Джека, мысль о том, что его другу хорошо живется на воле, приносила утешение. Обняв Лаки, Томас со смешанными чувствами отправился домой, лелея воспоминания о своих прошлых приключениях с Джеком. По возвращении домой его ждала грандиозная нахлопка, он чувствовал себя виноватым за то, что причинил родителям столько беспокойства. Но при этом он даже не пытался объяснить им про встречу с Джеком, это будет их маленьким секретом. Однако, когда он в ту ночь ложился спать, на его лице сияла широкая улыбка. Какая невероятная история. Осмелились бы вы отправиться ночью в лес за своей собакой? Испытывали ли вы когда-нибудь такую же удивительную доброту со стороны дикого зверя? Поделитесь с нами своими историями. Спасибо, что присоединились к нам, и мы с нетерпением ждем новой встречи в следующем видео.